Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку очень быстрый, бюджетный, ягодный, шоколадно-ванильный пирог. Получается он всегда из самых простых и доступных продуктов. На его приготовление мне понадобится буквально несколько минут моего времени, плюс время для выпечки. Превосходно нарезается на порционные пирожные. Вот такой красивый он получается в разрезе. Такой превосходный рисунок у него получается, без особых приспособлений для этого. Итак, сначала приготовим корж. Для теста мне понадобится 4 яйца среднего размера, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Все это я взбиваю примерно 1 минуту. Добавляю туда сейчас 200 грамм сахара порциями. Взбиваю примерно 3-4 минуты, не дольше. Дольше взбивать нет смысла. Добавляю сейчас туда 100 мл молока комнатной температуры и 100 грамм растительного масла без запаха. Ничего долго не взбиваю, просто перемешиваю всю эту массу, и она готова. Можно уже просеивать муку. 40 грамм кукурузного крахмала, 240 грамм муки и 8 грамм разрыхлителя просеиваю в тесто. Форма здесь у меня прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Вы же можете взять также круглую форму для выпечки, 24 сантиметра в диаметре. Все это перемешиваю просто, и 2/3 теста я сейчас от общего объема выливаю сразу в форму. Именно 2/3, не половину, а чуть больше. Дно формы я застелила бумагой для выпечки, вы можете также и бока формы застелить бумагой для выпечки. В оставшуюся 1/3 теста я добавляю 1 столовую ложку какао и просто перемешиваю. Ничего здесь уже дальше я не взбиваю. Масса быстро объединяется. И сейчас бережно распределяю вот так лентой все тесто по светлому тесту, все шоколадное тесто. Здесь важно не в одну точку выливать это тесто, а именно распределять по всей форме. 250 грамм замороженной смородины. У меня замороженная красная и черная смородина. Ягоды можете здесь брать абсолютно любые. И вишню можно использовать, естественно, хорошо она будет. Но со смородиной очень вкусно. Малину, у кого есть в наличии, можете свежую ягоду, со свежей еще вкуснее будет. У меня вот что есть под руками. И убираю сейчас выпекаться на среднем уровне, на режиме вверх-вниз без конвекции, примерно на 40-45 минут. Если у вас ягода была не замороженная, то выпекается пирог быстрее. Вы можете здесь больше добавить ягоды, примерно до 350 грамм. Это тоже будет нормально. Пирог испекся. Проверяю вот так вот шпажкой, она выходит сухая и чистая. Рисунок здесь уже как получится, как уже распределилась ягода. Даю полностью остыть в форме, извлекаю из формы, пирог получается очень сочный. И благодаря тесту, и благодаря ягоде. Я хотела сразу ответить на вопросы в комментариях по поводу теста. Вы можете вместо 40 грамм крахмала кукурузного взять просто 40 грамм пшеничной муки обычной. И сразу отвечаю, можно ли заменять растительное масло на сливочное в этом пироге. Именно в данном рецепте я бы не советовала, потому что тогда пирог будет более сухим. Его здесь можно не покрывать никаким кремом. Я покрою очень быстрым сливочным кремом, буквально взбитыми сливками. Вы же можете также отвешенной сметаной его покрыть, если у вас нет сливок, допустим, в наличии. Но у меня будет всего лишь 200 мл охлажденных сливок, и будет очень-очень вкусно со сливками. Он у меня уже остыл полностью, и вот сейчас я могу взбивать сливки. Ставлю его в эту же форму, в которой он у меня выпекался. 200 мл очень хорошо охлажденных сливок для взбивания, жирностью не менее 30%. 8 грамм ванильного сахара, 8 грамм загустителя для сливок. Если у вас сливки жирные от 33%, то можете не брать здесь загуститель для сливок. И 20 грамм сахарной пудры я туда добавляю. Взбиваю просто до устойчивых пиков. Если у вас нет возможности, допустим, сливочный крем сделать, вы хотите с кремом, я вам оставлю ссылочки на бюджетные виды кремов у меня в описании к данному видео.
Вы можете, еще раз повторяю, вообще делать это без крема. Вы можете полить его просто шоколадом, допустим, растопленным. Все на ваше усмотрение. Украсить ягодами. Я показываю здесь самый быстрый вариант. Распределяю сейчас все сливки по пирогу. Разравниваю все это. Пирог получается очень пропитанный благодаря ягоде. Я посыпаю сейчас какао-порошком, примерно 20 грамм мне здесь его понадобится, может быть чуть меньше. Это как вы захотите сами посыпать. Сразу же извлекаю пирог из формы, потому что сливки у меня с загустителем. И в принципе его уже можно нарезать и подавать. Получается великолепный просто разрез, очень красивый. Его можно подавать даже как нарезные пирожные. Порция здесь большая, на 15 порций реально это разрезать. Вы же смотрите на ваше усмотрение. Вы можете в 2 раза меньше взять всех продуктов. Если вы будете в круглой форме на 20 сантиметров в диаметре делать, просто вдвое меньше берите всех продуктов. И вот такой шикарный разрез у него получается. Безо всяких приспособлений, очень быстро, очень просто и необыкновенно просто вкусно. Влажный, тающий буквально во рту пирог получается. И как вы видите, каждый кусочек имеет свой неповторимый, уникальный рисунок. Даже вот на такие маленькие порционные кусочки превосходно разрезается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.